400 лет назад по этой пыльной дороге идет главный герой испанской литературы Дон Кихот. А куда он, собственно, идет? Я помню только, что Дон Кихот сильно перебрал с патриотическим контентом и, ослепленный мифом о былом величии, пошел защищать традиционные испанские ценности. А что, если это не литературный персонаж, а близкий друг или родственник, который тоже однажды пошел по этому опасному пути? В 20 веке слово «кихотизмо», по-нашему «донкихотство», начинает звучать совсем иначе. Это не история о безобидном мечтателе. И даже сегодня в испанской прессе это слово начинает появляться рядом с другими, очень опасными словами. Как эти два слова вообще оказались вместе? И почему люди снова и снова идут по следам безумного рыцаря, который мечтал сделать Испанию опять великой? Но главный вопрос романа – что делать с такими людьми? Ссориться, орать, вычеркивать из жизни. 400 лет назад Сервантес находит способ, как быть, как жить с самым обычным, самым рядовым Дон Кихотом. Защита традиционных ценностей. Эта история, как и много подобных историй, начинается дома на диване. Алонсо Кихано под 50. Он живет в глухой провинции в запущенном доме. В Испании до сих пор спорят, где именно находится этот дом. Ученые всерьез рассчитывают скорость шага хромой лошади, высчитывают координаты на карте. Но правда в том, что у этой деревни специально нет адреса, потому что этот заброшенный дом и этот диван везде, где человек становится жертвой великого мифа. Сервантес сразу объясняет, как это происходит. Алонсо подсел на героические рыцарские романы. И тут важная деталь. Он читает про подвиги даже не отцов, а дедов. Далекое прошлое сложно проверить, но в него легко поверить. Это идеальное слепое пятно истории, куда пропаганда веками упаковывает свои самые страшные сказки. Алонсо читает множество однотипных рыцарских романов. Он буквально залипает на теме, как сегодня залипают в патриотических телеграм-каналах. И Сервантес пишет, от постоянного недосыпания и чтения его мозг высох, и он совершенно сошел с ума. Но почему его так затягивают эти героические фантазии про подвиги, оружие, славу? Посмотрите, сколько в современном испанском издании Дон Кихота сносок. Буквально на полстраницы. Для этого романа очень важен исторический контекст. В то время Испания как раз ведет войну на окраине империи. Здесь, на территории современной Бельгии, Голландии и Люксембурга. Тогда это часть испанской короны. В конце 16 века там побеждает протестантизм. Местные бюргеры начинают читать Библию не на латыни, а на родном языке. На знаменитой картине «Старуха за чтением» преступление против империи показано во всех деталях. Книга специально так повернута, чтобы все видели. Это не латынь. Ваше Величество, мы должны принять решение. Местный язык – это болевая точка империи. Министры прямо пишут королю: если мы уступим этим голландским торгашам, в мире нас перестанут уважать. А сам Филипп II заявляет: я лучше потеряю все свои земли, чем буду править еретиками. Испанская инквизиция требует суровой расправы и, конечно, защиты великого языка. Силовую операцию под командованием герцога Альбы планируют буквально на 2-3 недели. В Мадриде слово «война» даже не произносят. Операцию называют «пасификасьон» – умиротворение. Методы власти не меняются веками. Но в этой войне Испания увязнет на 80 лет. Первая часть Дон Кихота выходит в 1605 году. К тому времени война длится уже 37 лет. Испания погрязла в коррупции и бедности. В стране трижды объявляют дефолт, но упорно продолжают войну. Отступать империя не умеет. Страшно актуально, правда? Но роман Сервантеса тем и хорош, что он не о войне. Он о том, как машина пропаганды подбрасывает туда людей. А главное, что потом с ними делать. Сервантес не выдумал безумие своего героя, он просто огляделся по сторонам и увидел вокруг таких же Дон Кихотов, которые снова выходили на эту пыльную дорогу, буквально со словами «можем повторить». Алонсо Кихано – типичный диванный интеллигент. А как затащить в эту историю такого парня, как Санчо? Он книг не читает, политикой не интересуется. Он типичный представитель глубинного народа. Сеньор, вы не обижайтесь, а то я не поеду. В своей деревне он занят только одним – выживанием.
И Сервантес показывает механику, которая великолепно работает веками. Этот способ называется социальный лифт. Есть и пить на золоте. Алонсо заходит с козырей и предлагает Санчо стать губернатором острова. Не сразу, но скоро. И месяца не пройдет, как ты будешь управлять на своем острове и издавать законы. Вот этого мне давно хочется. Санчо не дурак, но он живет в реальности, где большую часть его урожая сожрали непомерные налоги. Он понимает, что реальная жизнь не даст ему возможности подняться. Но куда же они идут? В современной Испании десятки версий, сотни маршрутов. Но Сервантес как будто нарочно скрывает место назначения, вот эту финальную точку маршрута. Зачем он так делает? Ответ не в картах, а в современных исследованиях психологов. Цель пропаганды и мифа не достичь результата, а удерживать человека в состоянии постоянного похода, потому что в момент остановки наступит страшное похмелье. Бред Дон Кихота монотематический, то есть во всем, что не касается рыцарей, Алонсо абсолютно разумный, добрый и даже мудрый человек. Но стоит задеть триггер мифа величия, мозг отключается. Сервантес всех этих терминов не знал, но блестяще показал. Для меня это очень личная история. Я много лет пытаюсь понять, что делать в ситуации, в которой оказался Санчо. Дон Кихот для него тот самый заболевший друг. И Санчо шаг за шагом начинает пробовать вернуть его в реальность. Но это очень непросто. Этот диванный рыцарь на самом деле опасный псих с оружием в руках на мирных улицах. Войны здесь нет. Война только у него в голове. Над ним все смеются. В Испании давно так не одеваются, потому что подвиги дедов — это 100 лет назад. Но оружие в руках Дон Кихота настоящее. И как он стал любимым персонажем мировой литературы? Почему его любят? И тут интересная деталь. Считается, что первые главы романа Сервантес написал в тюрьме, вот в этой камере. Он вообще не был уютным писателем в тапочках. Но откуда он так хорошо знал эту механику сотворения мифа в отдельно взятой голове? Довольно болтать. Наше промедление наносит ущерб всему человеческому роду. В Испании есть один очень крутой архив. Это настоящий замок, куда веками свозили имперский госархив. И теперь в этот замок есть цифровой вход. Вот тут Сервантес не памятник, тут он человек. В 1590 году, погрязнув в долгах, нищете и судах, он пишет вот это письмо в королевскую администрацию. Он просит помощи. Военных пенсий еще не изобрели, но социальный контракт того времени позволяет ветеранам боевых действий просить какую-нибудь хлебную должность. И вот эти бумаги — это резюме Сервантеса, написанное им самим. Здесь он подробно описывает свои военные подвиги. Тяжелое ранение руки и 5 лет плена в Алжире. Он отдал этой империи все, но ему цинично отказывают. Сервантес сам когда-то был тем самым Дон Кихотом и очень хорошо понял эту кухню имперского мифа. Многие считают, что написание романа — это его личная попытка вернуться в реальность. Вот почему нам так жалко Дон Кихота. За его безумием стоит трагедия живого, обманутого человека, которого очень хочется спасти. Ведь Дон Кихот не идет грабить и убивать, он идет спасать и помогать. И Сервантес ловко окружает его пройдохами и проститутками, на фоне которых Дон Кихот кажется единственным нормальным человеком. Не трогайте сеньора! Он же как ребенок! Он добрый! Дон Кихота любят за искренность, с которой он верит в ложь. Пропаганда тем страшна, что паразитирует не на худших, а на лучших качествах человека. Но эти качества – это тот самый канат, за который можно постараться вытащить его обратно, в реальность. В романе есть сцена, которую мы все хорошо знаем – Дон Кихот и мельницы. И здесь удобнее всего показать, как Сервантес вскрывает устройство машины пропаганды. У Дон Кихота опять срабатывает триггер. Мельницы превращаются в великанов. Санчо пытается спорить, но это бесполезно. Судьба благосклонна к нам, друг Санчо. Видишь толпу великанов? Это же ветряные мельницы, а то, что вы приняли за их руки, это крылья. Агрессивный спор – это вообще худшее, что можно предпринять в такой ситуации. Если продолжить закидывать его ссылками и пруфами, Дон Кихот навсегда закроется в своих доспехах и возненавидит уже тебя. Санчо отступает. Он понимает, у его друга в голове компьютерный вирус.
И Сервантес наглядно показывает, как просто он написан. В этой программе всего 3 строчки. Первая – образ коварного врага. В романе это злой волшебник Фристон, у которого повсюду шпионы. Это та самая англичанка, которая все время гадит. Когда Дон Кихот наконец понимает, что перед ним не великаны, а мельницы, у него мгновенно включается защита. Он не признает ошибку, он кричит: «Это все фейки». Это мельница. А я сражался с Христоном, и он жив пока. Тут ты учили петуха молиться, а он все кукарекает. Если факты противоречат мифу, значит коварный враг подделал сами факты. Еще нужен сакральный образ – Дульсинея. Это высшее моральное оправдание. Нельзя же так просто пойти с копьем на мирных жителей. Это выдуманная дама сердца – та самая репутация и престиж Родины, которую враг якобы хочет растоптать. И самое страшное – великая миссия. За 4 века до Оруэлла в романе уже появляется эта опасная формулировка «Война – это мир». Дон Кихот не считает себя агрессором. В этой войне он, конечно, на стороне хороших. Насилие упаковано как высший акт милосердия. Сервантес, наверное, очень удивился бы, если бы узнал, как его сатиру прочитали 4 века спустя. Но я далеко не первый, кто так читает Дон Кихота. В 20 веке книга, которая создавалась как предупреждение об опасности имперского мифа, превращается в инструкцию по его масштабированию. В 1905 году этот джин вырывается на свободу. Испания только что пережила национальное унижение, проиграла войну США, потеряла последние колонии и впервые за много веков увидела себя не сверхдержавой, а старой дряхлой растерянной страной. И в этот момент испанский философ Мигель де Унамуна пишет «Житие Дона Кихота и Санчо». Он ищет лекарство для Испании и находит его в Дон Кихоте. Но это лекарство очень быстро превращается в яд. У Сервантеса Дон Кихот – диагноз. Унамуна читает его как молитву. Там, где Сервантес видит опасное безумие, Унамуна видит национальную силу. Миф пожирает не только заурядных Алонсо. Миф может пожрать и умного, тонкого философа. Унамуна не создает фашизм, но он дает опасному мифу высокий язык. Язык рыцарства, жертвы, веры, святого безумия и великой миссии. То, что было болезнью одного человека, начинает выращивать в масштабах европейских стран. По чертежам Сервантеса они конструируют идеального солдата, которому не нужны логика и пруфы, которому достаточно просто указать на великана. Ведь Унамуна презирает Сервантеса, считая, что истинная реальность — это Дон Кихот, а не Сервантес. И именно это он намерен истолковать испанцам в соответствии со своими личными националистическими взглядами, характерными для того времени. И что нужно делать, то это следовать за Доном Кихотом и продолжать верить в то, что существуют ветряные мельницы. Это фрагмент выступления одного из ведущих испанских историков. Здесь на родине героя до сих пор с болью вспоминают, как режим Франко буквально мобилизовал Дон Кихота. В конце жизни Унамуна увидит, как язык рыцарского безумия, который он когда-то возвысил, присваивает настоящая диктатура Испании, Италии и Германии. Старик-профессор находит в себе силы публично пойти против режима и отречься от своих идей. Но было поздно. Новые Дон Кихоты уже расстреливали его друзей и студентов ради великого мифа, который он сам и воспел. В 1947 году режим Франко выпустил фильм «Дон Кихот», который стал своеобразным плакатом новой жизни. Главный герой здесь – суровый католик, внутри которого главные испанские скрепы, и он железной рукой возвращает стране правильные ценности. Давайте сравним один и тот же эпизод в испанском и советском фильме. Вот советский вариант битвы с мельницами. Он ироничный, трогательный, местами нелепый. Старик чудит, мы улыбаемся. А теперь испанская версия. Звучит эпичная музыка, которая не останавливается даже тогда, когда Дон Кихот падает. Тоталитарное кино не спорит с текстом, оно меняет освещение, музыку, ракурс и смысл. Старик Алонсо идет на мельнице не потому, что сошел с ума от книжек. Он идет на них как солдат на священную войну.
Франкистское кино совершило главный фокус тоталитарных медиа. Оно сделало галлюцинацию реальной. Если государство сказало, что мельница — это враг, значит оркестр будет играть эпичную музыку, пока ты расшибаешь о нее голову. А текст ведь один и тот же. В Испании до сих пор спорят, как правильно читать эту книгу. Писатель Артуро Перес Реверте обвиняет чиновников в культурном преступлении. Он считает, что Дон Кихота изгоняют из школ, потому что боятся. А левые считают, что книгу вообще нужно чуть ли не запретить. Этот имперский миф токсичен. Моя дочь как раз в этом году проходила Дон Кихота в старших классах обычной испанской школы. И я попросил преподавателя прислать мне конспект занятий. После короткой биографии автора школьный конспект шаг за шагом препарирует главное – что делать с человеком, если он стал жертвой мифа. В испанских учебниках этот путь спасения называется санчоизацией Дон Кихота. Сервантес доказывает, спасти близкого человека от безумного мифа на поле боя невозможно. Его нельзя переспорить в Твиттере или за семейным обедом. Санчо действовал иначе, он просто был рядом. Он видел в Дон Кихоте человека. Во второй части книги видно, как этот безумный рыцарь шаг за шагом возвращается в реальность. Ему оставалось совсем чуть-чуть, буквально шаг-два до спасения. Но как это часто бывает в жизни, в комментарии под постом обязательно придет какой-то человек в белом пальто и снова устроит яростный срач. Надеть белое пальто безгрешного праведника и ткнуть сумасшедшего в его глупость – это очевидный способ, но он, как правило, не работает. У Сервантеса бакалавр Караско решил поиграть в спасителя. Он переоделся в образ рыцаря Белой Луны, вызвал Дон Кихота на дуэль и силой сломал его иллюзии. Я не отрекусь от истины, хотя и нет сил у меня ее защищать. Так в мире уже пробовали. После окончания Второй мировой войны немцам насильно показывали фильмы об ужасах нацизма. Но когда Дон Кихота насильно швырнули в реальность, он умер. Да, перед смертью он формально стал нормальным, но в этой формальной нормальности он не выжил. Если у Дон Кихота и был шанс на спасение, то это Санчо. Он действовал по-другому, через эмпатию и сострадание. Он интуитивно пробовал 3 способа, которым в 20 веке ученые дадут красивые названия. Санчо никогда сам не нажимает кнопку триггера в голове Дон Кихота. Переспорить машину пропаганды невозможно. Но можно не разжигать конфликт за обедом, не спорить о больной теме, а менять ее. Нельзя оставлять человека один на один с телевизором. Нужно попытаться найти другое хорошее кино или вместе подсесть на сериал. Нужно переключать его внимание на другой, живой, мирный интерес. Вернуть человека к реальности можно только через физический, осязаемый мир. Санчо постоянно приземляет Дон Кихота через самые простые бытовые дела. Перекусили бы немного, сеньор. Впереди долгий путь. В нашей жизни это значит вытащить близкого из бесконечного скроллинга соцсетей, увезти его на дачу, поехать вместе на рыбалку. Разум возвращается в тело через руки. Любая пропаганда всегда стоит на формуле «если ты не с нами, ты против нас». Санчо ломает эту систему. Он не верит в имперские бредни хозяина, но дает ему ощущение абсолютной безопасности. Человек скорее согласится выйти из своего ментального окопа, если поймет, что дома его ждет любовь, а не трибунал. Сервантес не оправдывает преступления Дон Кихота. Он показывает долгий и сложный путь в реальность через эмпатию. Это был бы прекрасный финал фильма, но его сейчас испортит сам Сервантес. Посмотрите на сцену смерти Дон Кихота. Взгляд прикован только к нему. Санчо плачет, но он не главный герой этой сцены. И напрасно. Во втором томе романа происходит кихотизация Санчо. Он буквально начинает говорить языком своего хозяина. Он уже поверил в миф и не хочет обратно в свою деревню. В его последних словах он уже сам умоляет хозяина вернуться на эту пыльную дорогу. И пойдем бродить по свету, по лесам и лугам. После ковида мы все вирусологи. Так вот, Дон Кихот – это пациент номер 0, а Санчо Панса – первый контакт, через который эта зараза распространится по миру. Спасать Дон Кихота важно и нужно, но может быть опасно. Поэтому маску сначала на себя и только потом на Дон Кихота.